Добрый день, уважаемые зрители! В сегодняшнем видео мы поговорим о том, что такое кредитная история и зачем она нужна. Кредитная история – это ваша репутация перед банками как плательщика. В кредитной истории хранятся все данные о ваших кредитах, платежах по ним, а также просрочкам и штрафам. Когда вы приходите за кредитом, банку нужно быть уверенным в том, что вы сможете его выплатить. Именно поэтому наравне с занятостью, уровнем дохода и регистрацией банк также будет тщательно изучать вашу кредитную историю. К слову, сами кредитные истории хранятся в так называемых БКИ – Бюро кредитных историй. Они могут быть как независимыми, так и подразделениями крупных банков. Примерно на этом моменте у вас мог возникнуть весьма закономерный вопрос: а зачем мне самому знать свою кредитную историю, если это в первую очередь забота банков? В первую очередь, знать свою кредитную историю необходимо для того, чтобы оценить возможность получения кредита. Разумеется, если в кредитной истории вы числитесь как злостный неплательщик, то мало какой банк захочет иметь с вами дело. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем вам проверять свою кредитную историю каждый раз при попытке выехать за границу, так как из-за проблем с долгами вас могут просто не выпустить из страны. Также периодическая проверка своей кредитной истории может спасти вас от бюрократических ошибок и мошенников. В первом случае бюро может просто ошибиться, например, указать неверные сведения или случайно приписать чужой долг. Кроме того, подобные ошибки могут возникать, если банк получил платеж по кредиту с задержкой или не вовремя отправил данные о своем заемщике. Во втором же случае неверные сведения могут появиться из-за действий мошенников, которые пытались взять кредит или займ по вашим документам. Мы настоятельно рекомендуем вам в случае обнаружения подобных ошибок обратиться в полицию и написать заявление в свой БКИ. Для этого нужно подготовить документы, которые докажут наличие или отсутствие долга. Например, справку из банка, в котором вы оформляли кредит. Важный момент. Исправление вносится в течение 30 дней с момента регистрации заявления. Если же этого не произошло, обжалуйте действия бюро через суд. После того, как мы разобрались, насколько важно знать свою кредитную историю, поговорим о том, как ее вообще получить. По регламенту, любой заемщик имеет право раз в год бесплатно обратиться в свой БКИ, чтобы получить подробный отчет о своей кредитной истории. Но для этого нужно сначала узнать, какое БКИ ведет вашу историю, и уже затем отправлять в него запрос. Есть несколько основных способов узнать свое бюро. Первый из них – это обратиться к сайту госуслуг и заказать услугу о предоставлении сведений по кредитной истории. Услуга абсолютно бесплатна, а все, что вам потребуется, это наличие подтвержденного аккаунта на госуслугах. Второй вариант – это посетить сайт Центробанка. Все банки в обязательном порядке передают сведения о местонахождении вашей кредитной истории в центральный каталог кредитных историй. Этот центральный каталог подчиняется Центробанку. Все, что вам нужно сделать, это отправить запрос через сайт Центробанка, и спустя несколько минут на вашу почту придет полный отчет о том, в каких БКИ хранится ваша кредитная история. После чего вы точно так же переходите на сайт нужного бюро и делаете запрос. Однако, тут есть один очень важный момент. При заполнении заявки вам понадобится ввести так называемый код субъект. Это номер человека в системе БКИ. Данный код присваивается заемщику при заполнении заявки на кредит. Он оформляется бессрочно, и его можно изменить или аннулировать по заявлению заемщика. Но что делать, если вы не знаете свой код? В этом случае у вас есть несколько вариантов, большинство из которых абсолютно бесплатно. Первый вариант. Вы можете обратиться в банк, который выдал вам кредит, и спросить у них код. Второй вариант. Просто проверьте договор кредита или займа. Обычно код указывается в нем, либо в приложениях к нему. Третий вариант – это направить телеграмму в центральный каталог. И, наконец, последний, четвертый вариант. Вам нужно подать запрос в НКБИ – Национальное бюро кредитных историй. Но для этого придется заверить запрос у нотариуса и отправить его по почте. Этот вариант платный. Мы поговорили о двух основных способах узнать свою кредитную историю. Оба заключаются в поиске нужного бюро и отправке в него запроса. Однако, если ваша кредитная история хранится сразу в нескольких бюро, или вы не хотите тратить время на ее поиск, вы можете обратиться за помощью к компаниям-посредникам. За отдельную плату они соберут всю информацию о долгах заемщика и подготовят подробный отчет. Также вместо кредитной истории можно узнать свой кредитный рейтинг. Это примерный балл, который показывает вероятность одобрения вашей заявки. На этот балл, кроме кредитов и займов, могут влиять и другие параметры, например, уровень дохода заемщика. На нашем сайте вы сможете быстро и бесплатно узнать свой кредитный рейтинг. Для этого вам понадобится только паспорт. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы узнали, что такое кредитная история, чем она важна для нас и как ее можно проверить. Если это видео было полезным, ставьте лайки, пишите вопросы в комментарии, подписывайтесь на канал, а также на наши социальные сети ВК и Facebook. Там вы найдете еще больше полезных советов.
На этом все. Решайте свои финансовые проблемы вместе с нами и до новых встреч.